Дело твоей мечты, ты этим горишь, и все остальное не важно. В вашу сферу заходить имеет смысл или нет? Возможностей все еще много, потому что отрасль консервативная. Ковид пришел, ковид не уходит. Не видишь тех преград, которые видят остальные, поэтому можешь их просто перешагнуть. Вы выигрываете? Есть лишь нюансы. Всем привет! Это я, Алексей Белов, и с вами канал «Открытый бизнес». И сегодня у меня в гостях Станислав Мельников, это генеральный директор и владелец компании Pure Insurance, это страховой брокер. Станислав, я рад, что пришел сегодня ко мне в гости. Ну и для начала, по традиции, расскажи про вашу компанию, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, ну и любую дополнительную информацию, которую ты посчитаешь нужным. Спасибо, что пригласил. Итак, компания Pure Insurance – это корпоративный страховой брокер. Это одна из порядка 50 компаний на рынке сейчас, которая обладает лицензией Центробанка. Основная деятельность – это, соответственно, связана со страхованием корпоративных клиентов. По сути, мы занимаемся тем, что помогаем компаниям. Компания существует уже с 2009 года, прошла абсолютно различные циклы, начиная от, так сказать, стартапа начала, был период достаточно бурного роста, была некоторая стагнация. И сейчас это в целом, скажем так, небольшой бизнес, который стабильно растет, там, порядка 20% в год. А это интересно, это 20% в год. Это вот если сравнивать с рынком страхования, ты анализировал, это хорошие темпы развития? Ну, это зависит от конкретного сегмента, потому что рынок достаточно разнородный. Есть, так сказать, розничное страхование, есть корпоративное, есть обязательные виды страхования, которые, в принципе, скажем так, растут, может быть, зачастую даже быстрее, чем добровольные. То есть внутри страхового рынка все очень сильно зависит от конкретных сегментов. В целом рынок растет, может быть, чуть медленнее, там может быть порядка 10-15% в год. А вообще, почему ты решил заниматься страхованием? Почему именно в эту, ну, сам ты давно ли пришел в эту нишу, да, и почему родилось именно это решение, сделать бизнес именно здесь? История достаточно короткая, то есть, учась еще в институте, я пошел на практику в страховую компанию, вот, попал в отдел перестрахования, это такие голубые воротнички в страховании. Вот, мне очень понравилось, вот, там были достаточно интересные, нетривиальные задачи, скажем так. Вот, и таким образом я понял, что этот рынок, этот сегмент мне подходит. Вот, далее работал уже в российских компаниях крупных, вот, работал в международной компании. И в 2009 году, это достаточно классическая история, уже, так сказать, с хорошей позиции, с высокой международной компанией, вот, решил с партнерами открыть свой бизнес. То есть такая классика жанра. То есть страховой брокер помогает компании разобраться и выбрать правильного поставщика услуги страховой. Да, я бы чуть разделил. Первая проблема, с которой обычно сталкиваются, это вообще что застраховать. Да? То есть есть компании, есть потенциальные риски всегда. Вот. Риски бывают разные, там бывают банковские, предпринимательские и так далее, есть страховые. Вот. Соответственно, первое, нужно понять, что вообще можно застраховать, что можно передать на плечи, какие риски убрать с себя и отдать страховой компании. Вот. Как правило, это все, что касается персонала, все, что касается активов, некоторые там финансовые риски страхования ответственности. Вот. Дальше, после того, как ты понял, что можно страховать, нужно разобраться, на каких параметрах это правильно делать. Да? То есть, какие должны быть страховые суммы, какие могут быть оговорки, какие должны быть франшизы и огромное количество еще параметров, которые существуют, и они принципиально отличаются в зависимости от конкретного вида страхования. После того, как ты разобрался, что ты хочешь страховать и на каких параметрах примерно, дальше у тебя встает вопрос, а где это сделать, да? Сейчас огромное количество страховых компаний. Да, сейчас очень сложно. Да, в том числе, там, я не знаю, первая двадцатка страховых компаний, они все крупные, все известные, все на слуху. Вот, то есть нужно понять, какая компания сможет тот или иной риск, соответственно, лучше застраховать, и где это будет дешевле, естественно. Вот, соответственно, это задача номер 3. И задача номер 4, после того, как ты договор уже заключил, она связана с его обслуживанием, то есть могут происходить страховые события, могут происходить еще какие-то вещи. Соответственно, здесь нужно понимать, во-первых, как правильно себя вести, как правильно готовить документы, как правильно действовать, и дальше, соответственно, как правильно выстроить взаимоотношения с страховой компанией таким образом, чтобы они соответствовали условиям договора, таким образом, чтобы произошла выплата, и выплата произошла наиболее быстро. Понятно. То есть это не только выбор продукта, не только выбор поставщика, но это еще и дальнейшее сопровождение
сопровождения. Да, безусловно, но я сейчас рассказал вот в широком понимании комплекс вот проблем, с которыми обычно сталкиваются компании. Скажи, а эта услуга страховой брокеридж, она для малого и среднего бизнеса? Я понимаю, что для крупного она, понятно, что подходит, да, многие крупные бизнесы используют подрядчиков на ту или иную услугу, а вот для малого и среднего бизнеса насколько это подходит услуга, насколько ее пользуются и вообще спрос есть? Да, но это зависит, в принципе, от компаний, скажем так, которые готовы такие услуги представлять. Действительно, как ты правильно сказал, страховой брокеридж изначально вышел из сегмента, скажем так, больших корпоратов, да, то есть практически каждая большая там, финансовая структура промышленная, она в том или ином виде пользуется брокером, да, либо в части, так сказать, там, проведения тендеров, там, подготовки договоров, либо в части перестрахования рисков там, на вторичном рынке, либо в части привлечения, в том числе брокеров и других профессиональных участников в процесс регулирования. И это все, в принципе, оттуда. Мы, скажем так, на данный момент понимаем, что с теми же самыми проблемами, но в более простой вариации, сталкиваются и компании среднего и малого бизнеса. Более того, они все чаще и чаще прибегают к страхованию. Вот. На то есть несколько предпосылок, и компании все больше и больше пользуются заемными средствами, лизинговыми продуктами. В принципе, скажем так, рынок все больше и больше знакомится с страховыми инструментами. То есть он становится более прогрессивным, более цивилизованным. Поэтому, безусловно, для компаний среднего размера и небольших компаний такая услуга, она достаточно востребована. Нужно отметить, что, как правило, в больших корпорациях есть либо свои отделы страхования, либо, в принципе, менеджмент достаточно часто с этим сталкивался, имеет опыт. В компаниях среднего размера и малого, как правило, нет отдельного специалиста, который бы в этом разбирался, и менеджмент далеко не всегда сталкивался с такими задачами. Поэтому здесь необходимость страхового брокера, она более яркая. Вот. Но есть проблема в том, что далеко не все брокеры работают с сегментом малых и средних компаний. В основном это все-таки более высокий сегмент. Ну, понятно, наверное, и тут же надо понимать, на ком, да, есть крупные клиенты, сколько на них можно заработать, да, на малом и среднем бизнесе понятно, что можно заработать меньше, но, с другой стороны, их количество больше. Скажи мне, как компании-клиенту правильно выбрать страхового брокера, да, потому что компаний в рынке, как ты сказал, их достаточно много. Я не знаю, насколько ваш рынок конкурентен, можешь тоже об этом рассказать, да? Ну вот как сделать, как не ошибиться, да, как сделать правильный выбор? Ну, рынок страхования, в принципе, как и все финансовые рынки сейчас, достаточно серьезно конкурентен. Вот, конкуренция высокая, причем со стороны абсолютно разных участников. Вот. Зачастую может быть и конкуренция между брокером и страховой компанией, хотя мы партнеры. Конкуренция может быть между брокером и агентом и так далее, так далее. То есть в каждом случае это индивидуально. Как правильно выбрать? Вопрос очень интересный. Брокеры, по сути, во-первых, что очень важно сказать, очень многие, кто называют себя брокерами, таковыми не являются. Вот. Дело в том, что наименование именно как страховой брокер может носить только та компания, зарегистрированная на территории Российской Федерации, которая имеет брокерскую лицензию, выданную ЦБ. Вот. На данный момент сейчас таких компаний всего лишь порядка 50 с чем-то. Вроде не очень много. Очень немного получается, да, из которых какое-то количество крупных западных компаний, которые работают там и соответственно, с своими западными клиентами, и с какими-то локальными. Вот. Есть брокеры специализированные, которые там занимаются перестрахованием, вот, еще какие-то узкоспециализированные компании. И фактически, скажем так, брокеров, которые бы занимались чистым корпоративным бизнесом, не так много. Вот. При этом очень много организаций, например, которые работают в качестве страхового агента, не имеют лицензию, но называют себя брокером. Вот таких большое количество. Это, наверное, первое, на что бы я обратил внимание. Вот. То есть является, это действительно брокерской компанией, которая имеет лицензию, или это все-таки страховой агент, вот, деятельность которых не поднадзорна, вот, и по сути они, так сказать, вот, действуют на свое умоусмотрение. Вот. Это первое. Второе, я бы обратил внимание на то, какие у брокера есть клиенты, какие у него есть отзывы. Вот. И, наверное, репутация. Вот, хотя с этим все не всегда просто, вот, но тем не менее здесь это работающая вещь. Вот, нужно посмотреть, какие компании доверяют этому брокеру, вот, какие риски он размещает, какие есть рекомендации. Это достаточно важно, как правило, это работает. То есть если вы видите, что в листе брокерской компании есть крупные клиенты, тем более если это международная компания, то, наверное, с этой компанией имеет смысл пообщаться.
Вот. Третье, наверное, всегда было бы неплохо посмотреть на условия, да, как правило, те компании, которые прибегают к услугам страхового брокера, они уже со страхованием сталкивались и примерно понимают, ну, хотя бы в общих очертаниях рынок, да, вот, и пообщавшись с брокером, получив, может быть, какие-то первые котировки, можно сразу для себя принять какое-то решение, да, во-первых, комфортно, некомфортно, вот, тарифы адекватны, неадекватны и так далее. Я думаю, что вот эти три вещи, они такие наиболее понятные факторы, по которым можно было бы сделать вывод. Понятно. Хорошо. И перед тем, как мы перейдем к вопросам про то, как правильно делать бизнес в вашей сфере, последний вопрос. Хочу спросить про тренды в вашей сфере. В целом по рынку трендов достаточно много. Вообще нужно отметить, что страхование как отрасль, она мега консервативная, на мой взгляд. И даже если взять остальные сегменты финансовых рынков, наверное, вот с точки зрения развития и прогресса страхование никогда не было, скажем так, в числе первых. Вот. И поэтому, но при этом отрасль достаточно конкурентная. В растущей конкуренции получается так, что те продукты и возможности, которые раньше были доступны там, для больших компаний, да, они начинают спускаться вниз для компаний уже небольших. И это, наверное, вот один из трендов, когда более сложные продукты, они упрощаются и предлагаются большему количеству страхователей. Вот. В то же время продукты, которые всем понятны и привычны, и которые, скажем так, сами по себе более масштабируемы, которые можно оцифровать, они оцифровываются и становятся более технологичными и user-friendly. Вот. Еще один из трендов, нужно отметить, что страхование дешевеет. Вот. Причем дешевеет из года в год и существенно. И если раньше, скажем так, о страховании думали не все, потому что считали, что это достаточно дорого, да, и даже страхование там, каска автомобиля там, могло стоить, я не знаю, там, 6, 7, 8%, да, сейчас это там, 2, 3, 4. Да, то есть также и страхование, предположим, зданий, сооружений там, подешевело, наверное, в разы за последние лет 7. То есть оно становится доступней, а продукты сложные упрощаются, и то, чем раньше пользовались, скажем так, компании большие и те, которые разбирались в страховании, сейчас спускается уже на средний, на малый бизнес. Это, наверное, основные тенденции, которые мы видим. Можно еще отметить одну из тенденций страхования. В принципе, как отрасль является отражением экономики в целом, да, поскольку, ну, если мы берем корпоративное страхование, страхование бизнеса, да, насколько меняется бизнес, настолько же должно меняться и страхование. Да, соответственно, появляются какие-то новые виды, можно отметить там, страхование, например, беспилотных аппаратов, дронов, да. Страхование киберрисков. Вот, то, о чем ты говорил сейчас в самом начале, страхование D&O, это топ-менеджмент, это то, что раньше покупали только большие корпораты или там компании перед выходом там, на IPO. Сейчас этот продукт стал намного проще и доступен уже для компаний небольших. Вот, то есть основные тренды: удешевление, упрощение продуктов, представление их большей аудитории. Это говорит действительно о развитии рынка. Давай теперь поговорим о том, как вообще, как предпринимателю, тебе делать этот бизнес в сфере страхового брокериджа. Первый мой вопрос будет о том, как устроены ваши каналы продаж, как вы вообще продаете вашу услугу, через кого, есть прямые продавцы там, или, может быть, агенты, или как, расскажи, вот как это все происходит. Ну, здесь достаточно все консервативно. Основной канал продаж – это из уст в уста. Наша компания тоже в основном работает в сфере малого и среднего бизнеса, мы оказываем услуги клиентам, да, и мы работаем очень близко с компаниями, которыми и ты работаешь. И, соответственно, у нас есть своя там рекламные бюджеты, свои воронки, куда попадают заявки. И так или иначе, когда наши менеджеры обрабатывают заявки от наших клиентов, мы видим их боли. И часто эта боль не только там то, чтобы обработать звонки, да, телефонные, но часто эта боль, мы понимаем, что звонков просто не хватает. И мы, если у нас есть партнер маркетинговое агентство, то нам легко предложить услугу маркетингового агентства, чтобы этих звонков
к нему стало просто больше. От этого выигрываю и я, и мой партнер, и все остальные. Поэтому я думаю, что будущее, вот это сейчас модное слово коллаборация, да, оно, конечно, лежит в этой плоскости. Правильно, найти правильного партнера. Об этом и речь. Такой сейчас мне пример пришел в голову. Если ты тратишь, занимаешься рекламой, тратишь большое количество средств на продвижение, то твой продукт изначально, скажем так, несколько перегружен ценой. И в том смысле, если ты занимаешься консалтингом, то этот консалтинг становится дорогим. Да? А корпоративные клиенты все-таки, прежде чем совершить ту или иную покупку и принять там то или иное решение, они все-таки понимают, где сколько стоит. Если ты тратишь много денег на привлечение, ты не можешь быть эффективным. То есть один из основных продуктов, который мы позиционируем как оптимизация страхования, он как раз заключается в том, что мы снижаем стоимость. Поэтому мы не можем иметь большую стоимость привлечения. Да? То есть если мы много заплатили денег за лиды, которые к нам пришли, мы уже не можем делать оптимизацию, потому что нам нужно эти косты как-то покрыть. Вот. Поэтому при таком позиционировании, которое делаем мы, ну вот, наверное, два канала партнерские из уст в уста, наверное, они, так сказать, наиболее оптимальные. Хорошо. Но помимо вот этих двух каналов, все же, какие маркетинговые рекламные каналы вы используете, пробовали, где работает, где не работает? Какие-то же гипотезы, наверное, делали, да, и понимали, что в итоге сюда, например, не стоит тратить деньги, это бессмысленно для вашей сферы. Вот какие каналы рекламные ты можешь еще отметить? Ну, честно скажу, мы особо сильно не пользовались, честно, да. Мы планируем поэкспериментировать в этом году, потому что все переходит в онлайн. Вот. И мы понимаем, что, возможно, если сделать продукты, над которыми мы сейчас думаем, сами по себе, которые можно купить в онлайне, то и продвижение там должно быть онлайн. Если у тебя продукт полностью офлайн, соответственно, мы сейчас его продвигали в офлайне. То есть сейчас этот бизнес все-таки такой тоже достаточно консервативный относительно. Вот. Поэтому для новых каналов мы, наверное, будем рассматривать какие-то интересные варианты. Давай поговорим вообще про то, что сейчас происходит, конкретно в твоей компании и, может быть, в рынке. Да? Вот 2 года мы живем в новых реалиях, ковид пришел, ковид не уходит, какие-то волны постоянно одна за другой происходят, бизнес лихорадит, какой-то бизнес умирает, какой-то бизнес, наоборот, чувствует от этого только выгоду. Что вот происходит в вашей сфере? Вы выигрываете от ситуации с коронавирусом или скорее она там приводит вашу отрасль в стагнацию или упадок? Ну, если говорить про отрасль в целом, опять же, все зависит от сегмента, да, какие-то сегменты просели, вот, какие-то сегменты чувствуют себя достаточно неплохо. Если там сегменты страхования, там, я не знаю, связанными с продажами там, автомобилей, предположим, они идут вслед там, за этим рынком. Да. Если есть там сегменты страхования, там, связанные, например, там, не знаю, со страхованием ипотеки, они также идут вслед за рынком, они просто его дублируют. Все равно рынок показывает рост, вот, хотя этот рост там, не всегда очевиден. Вот. Где-то он вообще может перекрываться разницей в курсах валют там, и так далее, и так далее. Те активы, которые раньше оценивались там, в долларе, предположим, в рубле стоили столько-то, соответственно, когда курсовая разница произошла, ну, то есть были большие скачки, страховые суммы все в рублях. То есть в рублях ты фактически зарабатываешь, может быть, сопоставимые вещи, даже показываешь небольшой рост, хотя фактически мы понимаем, что так же, как и по всему рынку, вот, это меньшее количество покупательной способности твоей выручки. Что касается нас непосредственно, так вышло, что за некоторое время до пандемии вот, у нас был переезд в офис, вот, который задержался, и у нас было достаточно большое количество удаленной работы. То есть мы, в принципе, оказались к этому готовы, и когда объявили локдаун, буквально, я не знаю, за несколько дней, то есть организационно мы смогли себя организовать на удаленной работе. Вот, и там с точки зрения IT, и с точки зрения всего остального. Вот, поэтому мы пережили достаточно неплохо. Более того, в пандемийный год у нас опять же был рост. Вот, мы достаточно неплохо себя чувствовали. Не могу сказать, что нас это сильно коснулось, хотя вот сейчас, наверное, мы чувствуем некоторый спад, но опять же спад за счет того, что количество возможностей, которые мы себе закладывали, оно уменьшилось. То есть мы вообще рассчитывали на более интенсивный рост. Вот если бы сейчас ты
начал делать бизнес в вашей сфере? На что вот надо изначально было бы, о чем надо было бы думать? И вообще, вот в данный момент в вашу сферу заходить, как ты считаешь, имеет смысл или нет? Да, конечно, любая сфера, которая существует, в любую, наверное, можно зайти, да, есть лишь нюансы. Мне сложно здесь дать какие-то специфические советы, да, но, как мне кажется, когда речь идет о том, чтобы заняться, в принципе, любым бизнесом, должна быть какая-то подоплека. Ну, то есть, почему? Да, или ты видишь какие-то возможности, или это просто дело твоей мечты, и ты этим горишь, и все остальное не важно. Да? То есть должна быть какая-то аргументация, какая-то причина, почему ты этим занимаешься. То есть просто, скажем так, принять решение о том, чтобы почему бы мне не попробовать и начать делать, безусловно, так можно, но вероятности на то, что из этого действительно что-то получится, то, что ты ожидаешь, она будет несколько ниже. Вот, поэтому мне кажется, что вот должна быть какая-то подоплека. Это первое. Второе, несмотря на то, что с одной стороны, вот когда ты смотришь со стороны отрасли, она кажется высококонкурентной, и кажется, что уже, ну вот сколько можно, да, и каждый раз там 10 страховых компаний делают предложения, и куча агентов ходят, и все предлагают. Тем не менее, возможностей все еще много, потому что отрасль консервативная, да, и если есть какие-то идеи, связанные с автоматизацией, с цифрой, с упрощением продуктом, либо с новыми каналами, безусловно, на мой взгляд, все это является, может быть, во всяком случае, основанием для того, чтобы этим заняться. Ну, то есть возможностей много, и более того, мне кажется, что наибольшее количество возможностей могут получить те, кто вообще не из отрасли, кто смотрит на это совершенно по-разному. Потому что те, кто внутри, у них взгляд замылен, особенно те, кто работает там много лет, и вот они постоянно видят одну и ту же картинку, и они видят одни и те же сложности. А люди, которые приходят извне, очень часто у них получаются интересные проекты, потому что, казалось бы, вроде бы ты ниоткуда и не в курсе нюансов, но с другой стороны, ты, с одной стороны, не видишь тех преград, которые видят остальные, поэтому можешь их просто перешагнуть. Вот, и можешь привнести какой-то новый взгляд совершенно, может быть, с других рынков. Потому что есть рынки намного, или ниши, намного более продвинутые и прогрессивные, чем страхование. Можно принести какие-то технологии оттуда. В заключение нашей беседы я хотел спросить, какие ты цели сам ставишь как предприниматель перед собой, перед вашей компанией на ближайшие 3-5 лет? Вот такую как бы среднюю и срочную перспективу. Ну, из целей, скажем так, которые перед нами стоят сейчас, мы поставили себе задачу попробовать до конца года избавиться практически от бумаги в офисе. То есть мы все хотим выстроить, и в принципе уже, так сказать, есть план, как выстроить процесс таким образом, чтобы все было в онлайне. Вот. Потому что мы понимаем, что бизнес в любом случае так или иначе, быстро или медленно, но он будет уходить в онлайн, в том числе даже такой консервативный, как страхование и страховой брокеридж. И для того, чтобы продавать в онлайне, ты сам должен быть онлайн. Ты не можешь продавать в онлайне и быть офлайном. Вот. Поэтому мы решили начать с себя, вот, оптимизировать все процессы, перевести подписание документов в электронный вид, настроить CRM-систему и так далее, для того, чтобы быть готовым к переходу уже в онлайн. Вот. Это у нас вот такая среднесрочная, сверхзадача, может быть. Здорово. Многие говорят, там, хочу заработать столько-то, но на самом деле, действительно, ведь то, сколько ты заработаешь, во многом зависит от того, какими путями ты пойдешь. Да? И путь диджитализации, еще одно модное слово, он сейчас весьма очевиден, и все пытаются так или иначе пристроиться, потому что понимают, что не хотят остаться где-то за бортом, да? Не хотят начать терять рынок, потому что если твои конкуренты поймут это раньше тебя и поймут, что перестраивается спрос, перестраивается взаимодействие с клиентом, перестраиваются какие-то другие бизнес-процессы, и денежная масса начинает смещаться туда, если ты будешь не в числе первых. Иногда в числе первых, кстати, быть достаточно дорого и не всегда хорошо, да? Но важно быть в числе как бы передовых, да? Когда уже мы поняли, что это работает, но при этом ты еще один из тех, кто на этом еще сможет заработать. Вот.
Станислав, я благодарю тебя за то, что ты пришел ко мне в гости. Очень интересная беседа, на самом деле. Думаю, будет интересно и мне, и нашим зрителям. Вот. И я хочу, чтобы твои планы реализовались. Взаимно, спасибо большое, что Спасибо. пригласили. Спасибо. Было приятно.